у людей есть несколько жизней, как минимум. У некоторых там, может, 7-8, у некоторых и 10, и 15. Вот я потом докопался в истории. Это у Рогозина есть, и еще где-то, я помню, читал, что в VI веке, по-моему, насколько память не изменяет, в VI веке на каком-то Вселенском соборе, один из ранних соборов был, отменили понятие реинкарнации. Она была, что мы живем не один раз. Вот. А смысл какой? Представьте, вечный дух, который порожден Богом. Вот, пусть это первосотворенные, так называемые, они по образу и подобию, а мы несколько другого сословия, вот отсюда. И мы для того, чтобы осознать себя в духе, потому что мы очень слабые, нас еще надо разбудить, и мы должны осознать смысл своего бытия. Ведь смеются даже, смысл жизни, в чем? Ха-ха-ха-ха-ха, одни шутки только. Вот. А сейчас шутки эти плохо заканчиваются, потому что если человек не знает, что такое человек, по сути, не знает мира, в котором он живет, и не знает, как с этим миром взаимодействовать, и не знает смысл своей жизни, а тогда называться человеком ты не имеешь права. В этом это как раз книге говорит. Кто же вы такие тогда, господа? Вся эта психология, которая у нас, психология, психос – это душа, логия исследований. Кто из психологов хотя бы верит в душу? Не изредка попадаются, которые верят, но никого нет, который знает, что такое душа. А что же вы тогда исследуете? Вот поэтому можно сказать, что вот дух, который отправили на землю. Зачем? Дух тут спит, и его разбудить там сложно, потому что он очень слабый. Для него надо создать прецедент, заставить его двигаться. Как? Там нет зла, там нет борьбы за жизнь, там идеальный мир, чистый, это называется рай. И мы оттуда и зашли когда-то. А пошли сюда на землю как полигон. А вот на земле надо бороться за жизнь, надо бороться с зверьми, которые тебя пытаются съесть, устраивать быт, устраивать там это. Что такое? Необходимость, мать движения, правильно? Хочу кушать, иди зарабатывай. Не умеешь, учись. Вот все. А если я не хочу ничего делать, ну и пусть меня звери сожрут или от голода умру. Нет, дорогой, ты наделен инстинктом самосохранения, чтобы ты боялся смерти. И второе, ты наделен болью. Тебе будет больно. От холода ты можешь замерзать, тебе больно. Если тебя кто-то жевать будет, тебе больно. То есть это сигнальная система. Вот. Как видите, все настолько мудро устроено, чтобы мы не уснули. И нас эти все элементы подталкивают. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. И если мы двигаемся, вот скажем, наша эволюция когда-то, мы живем миллионы лет уже, и в прошлых жизнях, и в этой жизни, если мы, преодолевая препятствия, мы становимся сильнее, ярче. Это к тех, кто не лентяя. Ведь здесь идет селекция. Будешь ли ты человеком или не будешь, это твой выбор. Если хочешь уснуть и жить за счет других, как некоторые у нас прекрасно устроились, ну что ж, выбор твой. Быть лжецом, жуликом и прочее. Но последствия будут неминуемы. Вот. А тот, кто проснулся и идет, не желает никому портить настроение, никого обворовывать не желает. Эти люди постепенно вот сюда могут выйти, а остальные идут в отбраковку. Вот это и есть селекция. У нас селекция идет на Земле. Это не значит, что мы здесь сразу стали людьми. Вот. Бог сказал: я признаю тебя своим ребенком, если ты выберешь путь ко мне. Да. То есть жизнь по закону. Жить по закону – это и есть по образу и подобию. Живи по законам Бога. Да. А если ты не живешь по законам Бога, ты уходишь в брак. Вот это козлище, а эти овны. Вот будьте добры, как говорится, уходить сюда. Нет никаких проблем в этом. Не нужны ни деньги ни особые, ничего. Всего лишь навсего набор покаяния. Что такое покаяние? Вы признаете себя искренне перед Богом виноватым, и не только перед Богом, перед собственной душой. Вы же изуродовали то, что вам дано, вот это богатство воли Божией породило человека, дух. А вы сюда пришли, и рассудок взял вас под контроль. Это вот суть грехопадения. Здесь целая глава есть, где я рассказываю часто на лекциях суть грехопадения.
что сатана подталкивает нас, в конце концов, мы пошли на поводу у него и стали больше думать мозгом, больше мозг развивался, передний развивался, а задний мозжечок перестал слышать Бога. Почему? А потому что вот эта радиостанция мощная, земная, накрыла его и заглушила. Произошло за тысячи и тысячи поколений. Накопление передней массы рассудочной части мозга в ущерб задний мозг, а задний мозг немножко другой. Мозжечок имеет возможность связываться, но мы его заглушили. Вот поэтому в этом суть, физиологическая суть грехопадения и физиологическая суть первородный грех, что ребенок рождается с уменьшенной возможностью заднего мозга, мозжечка, и с большей возможностью переднего мозга. И так каждое поколение все больше и больше в эту сторону развивается. Это генетика об этом говорит, что вся функция, которая востребована больше здесь, в этой жизни, она закладывается генетически в следующее поколение. Все. Вот и мы фактически уроды. Получается, что наш мозг должен быть в паритете. Задний мозг и передний должны примерно одинаково быть по возможностям. А у нас произошел перекос. Поэтому без, скажем, такого, без катарсиса, который сейчас грядет скоро, нам помочь уже невозможно. Большинству из людей. Поэтому Иисус это заметил 2000 лет назад, еще сказал: званых много, призванных мало. Почему? А Бога никто не слышит. Из-за чего? Вот из-за таких мозгов. А вот это разбудить, это надо еще постараться. Поэтому он и говорил: выполняйте заповеди. Выполняя заповеди, вы выходите из-под давления мозга. Он вам нужен для земных задач. Но вы-то не здесь, вы инопланетяне, вы из другого мира. Поймите это. Если вы проснетесь и начнете связываться с Богом, тогда вам дадут подсказки, помощь, а вы работаете. И вот так, скажем так, в соединении с крестной силой вы сможете выбраться отсюда. Вот, и время у вас на это осталось очень мало. Потому что суд, который предвещен, он идет, он в разгаре, он уже подходит к концу. Идут последние заседания суда. Ведь, сами понимаете, достаточно верить искренне в Бога, чтобы знать, что Бог не потерпит вечного такого безобразия на земле. Земля находится в юрисдикции законов Божьих. И мы считаем, что мы очень долго живем неправильно. Долго – это по нашим понятиям, с точки зрения человека. Потому что мир наш очень медленный. Наши 300 тысяч км в секунду, что формирует материю, вот, это всего лишь материя. А дальше, если уже брать грубая материя, вот С, скорость 300 тысяч км в секунду. А дальше уже скорость выше, на пару нолей. Примерно, я говорю, я в цифрах не исследовал это. А дальше все вот эти миры – это эфирная вещественность, это тоже вещественность. А вот дальше начинаются духовные миры. Это мир сотворенных, так называемый, откуда мы родом, с самого донышка. А вот это первосотворенный. Отсюда Моисей, Зороастр, отсюда Иоанн Креститель. То есть это мир пророков. Они посылались к нам как корректоры. Опять жрецы какие-то уродовали. Тогда Бог вынужден посылать еще одного. Его здесь либо прогоняли, либо убивали. Тогда проходит 1000, 2000, 3000 лет. Новый приходит, говорит: вы опять спите, вы же погибнете. Вот так, это и есть любовь Бога к нам. Он всегда пытается нам помочь, присылая помощников. А кто первый, скажем так, был противник этих пророков? Очередная конфессия на земле. От Авраама осталась конфессия нормальная, да, до поры до времени, пока он жив был. Потом его, скажем, может, первые последователи стали вымирать, они не удержали, они же не такого сословия. Люди вот отсюда, они слабее. А этот уходит с земли, когда, либо, говорю, прогоняет, убивает, очередные жрецы берут это в свои ручки и начинают формировать ту религию, как им диктует их собственная лень. Не хочу я выполнять заповеди, значит, надо оправдать, почему это не надо. И так было всегда, всю историю Земли. И вот что получилось, что мы говорили о времени. Скорость волны, которая формирует этот мир, диктует понятие время. А на самом деле время, оно стоит. Если вы так подумаете хорошо, что такое, мы считаем время, вот часы, крутится стрелка.
Вокруг Солнца наша планета. Мы бесплатно круиз совершаем каждый год вокруг Солнца. Это что такое? Это измерение. Это измерение какого-то периода. А что тогда время? Получается, если считать, что время движется, тогда это сложное движение. Измеряется какая-то непостоянная величина, тогда нужно что, какие-то коэффициенты вводить? Какие? Нет. Вот эта книга как раз и подтвердила, что время, говорит, стоит. Вы движетесь во времени. Время регистрирует скорость жизни. Вот что регистрирует время. И не только скорость жизни, а ваше качество. Вы становитесь мудрее или глупее. Вы становитесь сильнее, ярче, побеждая лень, или наоборот, уходите во все тяжкие и вешаете свои проблемы на других. Опять же, возвращаюсь. Селекция идет. Вот Земля нам для этого и дана. Поэтому чем ближе к Богу миры, тем они быстрее, тем они ярче, тем они насыщены энергией большой. И в конце концов у человека самое сильное, вот ядерный реактор у него здесь, это его дух. А мы от него отгорожены чем? Рассудок сам, не сам рассудок виноват, он прекрасный инструмент, если он подчиняется душе. Тогда он проводит красоту и благородство в этот мир. А если он подчинен бесам своим, а через них дьяволу, тогда вы видите, что на земле творится. Что большинство людей, к сожалению, идут в эту сторону. И формируется наш мир по закону выбора. Что вы хотели, люди, то вы и получили.